4 июля 1994 года 24-летний выпускник бизнес-школы Стефан Дитриш был в гостях у родителей в их семейном доме в небольшом городке Бельфоре на востоке Франции. За несколько дней до этого он защитил диплом MBA. Он блестяще учился, был лучшим на своем курсе. Как рассказывал его старший брат Сильвен, 4 июля Стефан отдыхал в своей комнате и собирал вещи, чтобы поехать в отпуск. Также в тот вечер, как было заведено в семье, он сыграл с отцом Полем в шахматы. В какой-то момент в доме зазвонил телефон. Трубку взял как раз Поль. На другом конце провода был друг Стефана, Кристоф Блен, с которым они на следующий день должны были вместе отправиться через всю страну на юг Франции, в Антиб. Кристоф сказал Стефану, что хочет с ним поговорить прямо сейчас, и что это срочно. Стефан пообещал семье, что отойдет ненадолго, и даже не стал утепляться. На улице была сильная гроза, а он ушел лишь в легкой рубашке и шортах. Шло время, а Стефана все не было. Его мать Роланда начинала беспокоиться, ведь если бы сын рассчитывал, что уйдет надолго, он бы предупредил. Роланда Дитриш позже вспоминала. Он сказал мне: «Мама, я на 15 минут. Я не закрывала двери, я ждала своего сына. Около 11 вечера я сказала: странно, Стефан все еще не вернулся. Потом все прокручивала и прокручивала в голове. А потом ночью, что я делала? Ходила туда-сюда, говорила себе: все-таки странно, что он так и не вернулся». Как говорил Сильвен, отношения в семье были хорошие. Стефан и его брат делились друг с другом всем, чем можно, и в целом дома не было запретных тем для разговоров. Один из друзей Стефана вспоминал теплое общение своего друга с родными. Стоило ему хоть немного задержаться, он сразу предупреждал маму. Он гордился своим отцом и братом. У меня осталось впечатление примерной семьи. Про Стефана говорили, что он посвятил себя учебе и всегда помогал всем, кто в этом нуждался. Как рассказывал его друг Ив, отец Стефана, Поль, работал в банке в Бельфоре, и сам Стефан часто затрагивал тему финансов. Также Стефан интересовался новостями и занимался спортом. Брат Стефана Сильвен вспоминал: «Он приезжал ко мне в Париж, иногда оставался на неделю или дольше. Он ходил в библиотеку Ришелье и был там часами, действительно стремился учиться. Он обожал это. Он был человеком, который очень интересовался жизнью своей страны, политикой, и любил людей, независимо от их социального положения». Друзья, очень коротко, прежде чем мы продолжим. Это не реклама, это просьба поставить этому видео лайк, если оно вам понравится. И не забудь подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А если вы хотите смотреть наши ролики без цензуры и рекламы и можете поддержать нас финансово, приглашаю вас в наш Бусти, ссылку на который я оставлю в описании к этому ролику. Продолжаем. Той ночью Стефан так и не вернулся домой. В 7 утра, когда он уже должен был выехать в отпуск в сторону Лазурного берега, Роланда позвонила Кристофу Блену, на встречу с которым ее сын ушел. На вопрос, что ему известно о том, где может быть Стефан, тот ответил, что высадил друга из машины в центре города, на ярмарочной площади, и вернулся к себе домой. Стоит отметить, что эта площадь находится в самом центре Бельфора, всего в нескольких километрах от дома Дитришей. Путь на машине занял бы не более 10 минут. Роланда попросила Кристофа отвезти ее в центральное отделение полиции Бельфора. Поначалу там ей лишь сказали, что ее сын совершеннолетний, якобы он мог просто уйти на вечеринку и не предупредить ее. Однако немногим позже, пока Роланда еще была в полиции, другой полицейский сообщил: в лесу неподалеку, в пригороде, обнаружили тело мужчины. Тем утром в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о трупе в лесу в пригороде Бельфора. На месте действительно обнаружили тело молодого мужчины, наполовину раздетого, без документов и кошелька, с множественными ножевыми ранениями. Как рассказывал следователь Алан Дювернуа,
Он сразу понял, что мужчину убили не в самом лесу, а в другом месте. Он также отметил, что до места, где нашли тело мужчины, можно было доехать только на машине. Когда дежурный полицейский услышал об этом, он рассказал коллеге о пропавшем Стефане, о котором только что заявила Роланда. Описание его одежды подходило под описание тела, которое нашли в лесу тем утром. Роланда поняла, что это ее сын. Полицейские попросили, сможет ли она пойти в морг, чтобы опознать тело. Она согласилась и взяла с собой друга Стефана, Ива. Последний сразу же узнал в убитом сына Роланды. Как утверждал следователь Девернуа, место, где нашли тело Стефана, скорее всего, было знакомо убийце. На него невозможно было наткнуться случайно. В те времена там зачастую виделись друг с другом ЛГБТ-персоны, но убитый выпускник бизнес-школы не был ни в гомосексуальных, ни в гетеросексуальных отношениях. Сильвен подчеркивал, что если бы Стефан был геем, то точно рассказал бы ему об этом. Кроме того, по его словам, убитого в целом не интересовали отношения. Впоследствии выяснилось, что вечером, в день, когда Дитриш ушел встретиться с другом, в полицию поступил анонимный звонок от женщины, которая сбивчиво рассказала о некоем происшествии с молодыми людьми, случившемся неподалеку от места, где нашли тело Дитриша. Однако говорить об этом подробнее она боялась и рассказала, что позвонила в полицию, потому что ее мучила совесть. Стефана нашли полураздетым, на его ногах лежала ветка. Следователи поначалу предположили, что молодой человек с кем-то встретился, и во время этой встречи что-то пошло не так. Но они также понимали, что преступник мог намеренно натолкнуть их на такую мысль, чтобы запутать. Они начали рассматривать разные версии. Судмедэксперт пришел к выводу, что причиной гибели Стефана стали ножевые ранения. Следователи также удивило, что следов попыток защититься на теле не обнаружили. Это указывало на то, что он не ожидал нападения, у него попросту не было времени на то, чтобы сопротивляться. Экспертиза показала, что Дитриша убили между 23 часами 30 минутами и полуночью 4 июля. Полицейские, конечно же, допросили Блена. Он рассказал, что в день убийства подъехал к дому Стефана, и они вместе поехали к банкомату в центре Бельфора. Стефан снял со счета 500 франков, это около 76 евро. Затем они оба сели в машину и поговорили. После этого, по словам Блена, Стефан попросил подвезти его до ярмарки, что он и сделал. Блен сказал, что в тот вечер, кроме Стефана, больше ни с кем не виделся, а ночевать поехал в пустующую квартиру своей подруги. Ее самой там не было, потому что она была в отпуске. Кристофу Блену на момент убийства Стефана Дитриша было 25 лет. Учеба давалась ему нелегко. В тот период, когда Стефана убили, он работал в Бельфоре воспитателем в коллеже, среднем общеобразовательном заведении, где учатся подростки от 11 до 15 лет. Также он был корреспондентом в местной газете. Блен не знал своего биологического отца. С отчимом у него были сложные отношения. Как рассказывал его младший брат, Кристоф защищал его и сестру от отчима, который был алкоголиком и жестоким человеком. В свою очередь, Кристоф зачастую был вынужден просить помощи у Стефана, с которым они познакомились в школе. У них были схожие интересы, и они неплохо ладили. При этом отцу Стефана Блен не нравился. Он часто говорил сыну, что тот им пользуется. После первого допроса следователи стали следить за Бленом. Им показалось странным его поведение. Он стремительно терял вес, сбросил порядка 10 килограммов и стал себя вести иначе, чем раньше, даже стал более агрессивным. Также у него в машине нашли банковскую карту Стефана. Снятые, по словам Блена, 500 франков следователи найти не смогли. Кроме того, на утро после убийства он полностью помыл свою машину. 7 сентября 1994 года Блена задержали, но всего спустя сутки отпустили. У следователей не было доказательств его вины. Расследование зашло в тупик. Блен в конце концов уехал из региона и стал жить на юге Франции. Дитриши больше никогда его не видели. Это убедило родителей и брата Стефана в том, что Кристоф знает что-то важное о ночи убийства, но не хочет об этом говорить.
Следователь Алан Дювернуа пояснял, что в 1994 году он работал в Монбельяре, городе в 22 километрах от Бельфора. В то время недалеко от Монбельяра тоже убили молодого человека. Он, как и Стефан Детриш, погиб от многочисленных ножевых ранений. Кроме того, за несколько недель до убийства Детриша в Кольмаре, что в соседнем департаменте Верхний Рейн, тем же способом убили еще одного молодого человека, который был гомосексуалом. Дювернуа подумал, что эти три убийства могли быть связаны, и речь в таком случае могла идти о серийном убийце. У следователей появился подозреваемый местный житель, но доказательств, позволивших бы его задержать и связать его личность с убийством Детриша, тоже не было. Кроме того, были анонимные показания работницы ярмарки в Бельфоре, данные на следующий день после убийства Детриша. Она утверждала, два торговца якобы хвастались тем, что убили молодого человека, но и эта версия не подтвердилась. У одного из названных ею мужчин было алиби, про второго же было известно лишь то, что он был склонен к выдумкам и алкоголизму. В 1995 году в дверь дома Детришей постучали. На пороге стоял молодой человек. Он заявил семье, что на самом деле преступники хотели убить не Стефана, а его. Внешне этот мужчина, экоактивист Доминик Эглов, живший в окрестностях Бельфора, был похож на убитого Детриша. Эглов рассказывал, его собаку травили, шины его машины прокалывали, а также он получал письма с угрозами, в том числе убийством. Эглов боролся против проведения фестиваля Еврокен в Бельфоре, с чем и связывал угрозы в свой адрес. Из-за своей явной внешней схожести со Стефаном он предположил, что именно он был настоящей целью преступников. В тот день он был одет едва ли не так же, как и Детриш, в футболку и шорты. Следователи начали изучать эту версию, в том числе личность Эглофа, который, как оказалось, тоже любил выдумывать. Расследование снова ни к чему не привело. От этой версии отказались, посчитав ее абсолютно нереалистичной. 15 октября 2001 года суд приостановил расследование. Семью Детриш такое решение, разумеется, не устроило. Они стали прикладывать еще больше усилий, чтобы выяснить, кто убил Стефана. Отец Поль не успел узнать правды. Через 3 месяца после смерти сына он заболел раком и умер в 2010 году. Еще в 1996-м Сильвен создал ассоциацию «Друзья Стефана Детриша», чтобы про дело не забывали. Члены ассоциации продолжали борьбу. У Сильвена, конечно же, была основная работа, и делами ассоциации он занимался в оставшееся время. Иногда он работал до часу или 2 ночи, но все равно продолжал организовывать мероприятия в память о своем брате. Всего он организовал более 20 концертов в Париже и Бельфоре. И каждый год в начале лета, за неделю до фестиваля Еврокен, вместе с семьей организовывал собрание в память о Стефане. Сильвен был уверен, что рано или поздно его убийцу найдут. Семья также обжаловала решение о приостановке расследования, но в 2003 году решение было подтверждено кассационным судом. Несмотря на поражение, семья выиграла драгоценное время. Сегодня срок давности по уголовным преступлениям во Франции составляет 20 лет. Тогда же он составлял всего 10. В 2013 году в Бельфоре появился новый прокурор Александр Шеврие, которому удалось возобновить следствие по делу Стефана. Он стал перепроверять детали и настоял на экспертизах по ранее неисследованным вещественным доказательствам. Технологии продвинулись, и видов экспертиз стало гораздо больше. Одной из новых наводок стали волосы, найденные в багажнике Блена. Результаты экспертизы показали, что эти волосы принадлежали Стефану. Дело снова открыли, хотя найденные в машине волосы и не были прямым доказательством вины Блена. Параллельно по телевидению показали 2 передачи, рассказывающие об этом нераскрытом деле. В последней появился сам Кристоф Блен, но его лицо не показывали. Раскрыть убийство в итоге помогли не только усилия следователей и семьи. В 2014 году 2 молодых людей, подрабатывавших грузчиками, помогали при переезде одному из местных магазинов в регионе. На одной из коробок лежал флаер с информацией о деле Детриша,
который распространила ассоциация, созданная его семьей. Вернувшись домой, молодые люди посмотрели передачу по телевизору, где тоже говорили об этом деле. Им казалось, что они что-то знают о случившемся, и поэтому они решили встретиться с семьей Стефана. В итоге молодые люди рассказали им, что во время убийства учились в колледже в Бельфоре, сотрудником которого был Кристоф Блен. Один из молодых людей по имени Амед рассказал, что Блен предлагал ему убить кого-то ножом и обещал за это 5000 франков авансом и еще 5000, когда тот совершит убийство. Речь шла об убийстве Стефана Дитриша. Амеду тогда было 17 лет. Он увлекался боевыми искусствами. Его рост составлял 190 сантиметров, и у него была репутация бандита. Предложение Блена ему запомнилось, и спустя много лет Амед узнал своего воспитателя в телепередаче, посвященной убийству Стефана. Он обратился в жандармерию, и вскоре стало известно, что с таким же предложением Блен обращался к однокласснику Амеда. Однако подросток тогда подумал, что тот шутит, так как считал Кристофа хорошим воспитателем. 15 декабря 2015 года, благодаря рассказу Амеда и тому факту, что расследование до этого удалось возобновить, Блена задержали снова, спустя 21 год после убийства. На тот момент он жил на юге Франции и работал консультантом по управлению активами. Во время очной ставки с Амедом Блен заплакал и признался в убийстве Стефана Дитриша. Как рассказывал Сильвен, о задержании убийцы он узнал утром на следующий день от правоохранителей. В группе по расследованию дела были следователи из двух подразделений – из региона Франш-Конте и из Центрального управления по борьбе с насилием. Дитриш вспоминал: «И вот один из сотрудников этой группы связался со мной и сказал: дело сдвинулось с мертвой точки. Мы хотели бы, чтобы вы предупредили своих близких, свою маму. Нужно сообщить ей, что мы нашли виновного в смерти вашего брата». Говоривший Сильвеном отметил, что следователи не хотели бы, чтобы семья узнала о задержании из прессы. Наконец-то узнать, кто совершил это ужасное преступление, это важная веха для меня и моей мамы. Но мы никогда не сомневались, что однажды найдем убийцу. Будучи под стражей, Блен говорил, что убил Дитриша, потому что хотел положить конец давлению, которое тот на него оказывал. По его словам, Дитриш якобы заставлял его совершать действия сексуального характера на протяжении нескольких лет, угрожал при этом, что он лишит мать Блена работы. Кристоф утверждал, что то же самое случилось и в вечер убийства. «Мы оказались в центре Бельфора, потом поехали в Эссер. Покинув коммуну, мы заехали в этот лес. Стефан положил деньги и свою банковскую карту на приборную панель. Мы вышли из машины. Я взял нож. Я его гладил, но у меня больше не было желания». Сильвен не верил в это, ссылаясь на то, что Блен лгал десятилетиями с момента убийства. У него было время обдумать мотив. Я не верю в мотив страсти. Если он предлагал этим двум молодым людям совершить убийство, это уже умысел. Он действует не импульсивно. Суд начался в Бельфоре спустя 25 лет после убийства. Блен говорил, что их отношения со Стефаном не были равноправными, и что тот делал с ним все, что хотел. На суде он повторил, что не планировал убийство заранее, а лишь хотел напугать своего друга. Обвиняемый утверждал, что больше не мог терпеть навязанную гомосексуальную связь и сексуальные домогательства, и что пытался освободиться от влияния, которое на него оказывал Дитриш. Согласно словам специалиста по криминальной психологии, который анализировал поведение Блена, тот не хотел ехать со Стефаном из Бельфора на южный отдых, так как боялся, что их отношения раскроются. Специалист также отметил, что сам Блен был гетеросексуален и хотел отношения прекратить. Эксперт также сказал, что тот хотел перенести дату отпуска, но Дитриш отказался. Сильвен говорил, что, по его мнению, Блен совершил убийство из зависти, что у Стефана жизнь в целом складывалась хорошо, и он хотел отдалиться, жить другой жизнью. В итоге Кристофа Блена приговорили к 20 годам заключения в январе 2019 года. Он отбывает наказание в тюрьме города Пуасси
в парижском регионе.